Всем привет! Выходной. Я тут захотела посадить зеленушки всякие. Купила вот такие семена в Лидле. Что-то очень дешево было. Ну вот я хотела купить укроп, петрушка и этот самый лучок молоденький. Ну вот петрушку купила, лук купила. И купила, я думала, что я укроп купила, а оказалось, что это опять петрушка, но с укропом и... Что тут еще? И что-то еще третье. Розмарин, что ли? Вот, короче, не знаю, куда я глядела. Я не знаю, куда я смотрела. Ну, в общем, получается, у меня в этом году петрушки будет дофига. А я люблю укроп очень сильно. Ну, да, это одно. А второе, они еще и оказались... Я вот тут один уже открыла. Сейчас я покажу его. Они еще оказались вот таких длинных этих. Сейчас покажу. У меня вот такие вот ящички. Салат это еще прошлогодний сам по себе вырос. Вот тут тоже, кстати, есть. Но я его трогать не буду. Ну и пусть растет, как говорится, да? То есть сам вылез, это еще прошлогоднее то, что сажала. Тут, по идее, укроп рос, и от него очень много семян, но я не знаю, вырастет, не вырастет. Семена, вон вижу, они на поверхности даже лежат. Он сам себя тут сеял, но мне кажется, нужно сюда что-то все-таки посадить. Там рос лучок, и он плохо рос. Вот. Я планирую поэтому вот эти вот два засадить. И тут у меня было 3 ящика клубники. Короче, выжил только один ящик. Самый верхний, который в прошлом году был. А остальные почему-то они... И мне кажется, они не столько от зимы не выдержали, сколько они не выдержали. Сухо очень было. Я их поздновато раскрыла весной. И мне кажется, они просто высохли у меня. Вот эти два. Там уже сорняки растут. В общем, клубника тут сдохла. Туда посадим вот эти ленточки. Они так, получается, семена в таких лентах. Но у меня это получается слишком много. Я одну упаковку раскрыла. Тут просто дофига. Я так понимаю, один ряд это одна травка. Другой ряд это другая. Ну, в общем, вот так. Что из них что, я не знаю. Вот самые мелкие левые это, наверное, петрушка. А там пусть хоть трава не расти, как говорится. Что будет, то будет. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Ленточки какие-то. А клубничка, кстати, вот та, которая нормально себя чувствовала, но она и в прошлом году сильнее была. Может, поэтому она и выжила. Видите, цветет уже. Вот. Да, нелегко в Финляндии что-либо выращивать и сохранять зиму. У меня еще вот пустые горшочки есть всякие маленькие. У меня тут базилик. Да, базилик у меня рос в них в прошлом году. Торчат еще палочки. Я вот думаю, туда может что-нибудь посадить. Тоже из травок. Тут у меня мята растет. Кто смотрел, уже знает. У меня тут на краю террасы прямо мята. Она сама по себе вылазит. Я ее обожаю. Листики кладу на тортик. Чай с ней делаю. В общем, она у меня тут это. У меня мятный уголок тут. Ну, и незабудки среди них растут. Ничего так. Вон, главное, незабудка под елкой лежит. Незабудка. Ты мою слёдкую. Ей жарко. И она в тенечке там, в уголочке. Ей там попрохладней. Всего 16 градусов. Не притуривайся, что тебе жарко. Да. Ты балда, Ивановна. Так. Ну, заодно покажу вам, раз сюда дошла. Смотрите. Пиончики взошли. Вот они какие красивые. Он в прошлом году цвел просто великолепно. Я хочу, чтобы он в этом году также цвел. Но в прошлом году он только расцвел и начались дожди какие-то. Я потом пришлось мне все срезать и поставить в вазу. Тут у меня вот такие голубенькие под кустом растут. Я их обожаю просто. Они весной прям настроение поднимают. Ну, тюльпанчики тут вокруг, они уже самосевом, и мне кажется, они немножко выродились, и крупными не будут тюльпаны эти в этом году. Мне кажется, я их... Надо, наверное, каждый год новые сажать просто. Вот, тоже тюльпанчик там растет, и это... Незабудочки.
Красота. Так, тут у меня лампочка вечерняя стоит, она так красиво вечером светится. Вот это. Еще один пион. Он в прошлом году у меня вот этот вот он покрылся пятнами и не цвел ни черта вообще ни разу в жизни. Я думала, он сдох. Нет, вылез. Смотрите. Вот он вылез, но около него тюльпан решил расти. Вот у него хорошие эти. У него поменьше этих самых ростков. Но вылез. И вот какой он высокенький. То есть этот пониже, но у него, видите, сколько много ростков. Он прям такой хорошенький. Вот не знаю. Не знаю. Вот за ним, кстати, тюльпанчик. И это темный тюльпанчик должен скоро расцвести. Все жду его. Все холодно в Финляндии было, и поэтому никак не расцветает ничего. Это хлобысти такие выросли, причем такие красивые. По-моему, это мак декоративный у меня. Вот жду, когда он что-нибудь даст или не даст. Он мне немножко начал затенять мою розочку, которая плохо пережила зиму из-за сухости. Мне кажется, из-за сухости плохо пережила. И вот она сейчас дает ростки, он ее притесняет. Я тут вот вырезала ему листья, чтобы освободить. Думаю, вообще может убрать мак немножко отсюда. Он как бешеный, смотрите, какие листья. Просто какая-то буйствует. По-моему, это мак, насколько я помню. Я уже не помню, что у меня тут росло. У меня, кстати, мака семена еще много есть. Еще не все посадила. Сейчас, кстати, покажу. У меня вот семена мака. В прошлом году у меня цвел. Я собрала. И вот я хочу его посадить, только не знаю куда. Куда мне его сажать? Вот тут вот перед вот этими маками, вот тут вот ничего не растет. Тут этот самый... Луна, убери свои уши отсюда. Вот что ты сюда лезешь? Отвали. Вот тут вот думаю посадить. Но сюда эти ветки этого лезут. Ну тут уголочек. Он на самом деле растет вон там, этот мак. Вот тут ничего не растет. Тут вон бурьян начинает уже расти. Я думаю, может сюда и досадить эти семена. И пусть тут эти маки и растут. Маковый уголок будет. Семена у меня лежат как туалетная бумага. Так. Ну что. Надо куда-то эти семена закопать. Начну. Ну что, хочу я вам сказать. Дело в том, что эти съемки я проводила в мае еще, просто у меня материал остался невыпущенным. И из-за того, что я болела, много по врачам носилась, у меня вообще, в принципе, за эту весну много осталось невыпущенного материала. И здесь я себя, так сказать, развлекала, потому что была на очень сильных таблетках, так более-менее что-то могла делать. Я не брала больничные, ну, по крайней мере, длительные больничные я не брала, хотя я могла взять. Но, знаете, все-таки, когда ходишь на работу и занят рабочими делами, тоже отвлекаешься, и вроде как дни проходят побыстрее. Вот, и развлекалась вот такими садовыми занятиями. Вот, то есть, поэтому у меня материальчик залежался аж с мая месяца. Вот, конечно, сейчас все это уже выросло, и скоро я вам покажу обязательно, как выглядит мой сад. А здесь покажу, вот как я все это подготавливала. Я сократила очень весь материал, который у меня был записан, поэтому постараюсь оставить только самое интересное. Ну что, посадила я лучок и какую-то смесь зелени. Короче говоря, что-то я посадила. Хотите прикол покажу? У меня такой же прикол в прошлом году был. Вот смотрите. Наш участок. Травка была сострижена. Вместе у меня Юра покосил нашу траву и соседскую в один день. Вот смотрите, у них есть одуванчики, а у нас нету. Знаете почему? Видите, сколько у них одуванов? Огромное количество, да? И все цветет. Сейчас зацвели одуваны в Финляндии. А у нас нету ни одного. А потому что вот это вот любит их есть. Она как коза, ее выпускаешь сюда. Все, что в ее доступности, она съела все одуваны у нас. Вот. Люди борются, какую-то химию покупают, чтобы одуванов не было. А у нас вон есть поедатель одуванов.
вот туда за кусты она не попадает дальше, да, у нее поводок ограничен. И там вот они уже растут, хотя там тоже вот стригли тогда же, когда и у нас двор стригли. И вот она ими питается. На прогулки идем, она их тоже ест вовсю. Да? Вкусные одуванчики? Разыгралась. Тебе же жарко было, ты в тенечке пряталась. О, игры какие у нас. Собачьи игры. Плохо чистишь огород, давай до конца дочищай. Вижу одуванчик. Видишь одуванчик? Вон одуван растет. Ну, вон там, вон. Балда ты. Ладно, под елку полезла. Нет, что там в елке ешь? Вон она. В елке нельзя ничего есть. Теперь проблема следующая. Куда деть маки? Навыращивала на свою голову. Вот думаю, может быть, их посадить в горшок? Что это будет? Они в горшке. Ну, почему бы и нет? Может быть, им в горшке будет хорошо. Я горшок всегда могу переставить. У меня есть один пустой горшок. Вот. Может, их туда зафигачить? Вообще в горшке будет, кстати, классно. И петрушка тоже смотреться. Он у меня большой, правда, очень. Слушайте, а может, правда, я туда маки посажу? Или маки вот сюда все-таки? Нет, наверное, вот сюда я маки посажу. Тут непонятно для чего такой уголок. Раз тут вот эти маки растут, то я еще остальные сюда досажу. А вот туда, может, правда, какую-нибудь зелень. Петрушка так, кстати, красиво растет. Она прям декоративная. Так. Каждые 5 сантиметров двора пытаюсь приспособить под что-то. У меня уже все засажено. Сажать больше некуда. Начинаю уже какие-то 5-сантиметровые уголки отыскивать. Эти кусты такие широкие. Вот эти вот хлабости такие широкие вообще. Еще вот сюда, если посадить, вообще будут джунгли. Вылезет ли из-под них там эта роза моя, она 2-метровая была. Но она каждый год так 2-метровая вырастает. Не знаю. Ну, в общем, сейчас буду смотреть, сажать сюда или нет. Мне тяжело принять решение, я не знаю, где им лучше будет. У меня вот этот незадействованный уголочек тоже как бы подбешивает чуть-чуть, да, то есть он такой ни туда и ни сюда. Вот маками, значит, засажу и пусть растут. Я, конечно, еще тот садовник. Вот, но, в общем, мне этой клумбочки оказалось мало, которая полукруглая. И мне кажется, я вообще зря там копалась, потому что мне кажется, что там прошлогодние маки сами себя посеяли и взошли. А я, короче, туда-сюда всю эту землю разворошила и посадила опять маки. По-моему, я что-то не то сделала. Но я, когда уже начала копать, поняла, что что-то не то. Ну, не знаю. Я просто не знаю, как они выглядят вначале, но было очень похоже на ростки тоже мака, потому что они у меня здесь и росли в прошлом году. Короче, я какую-то глупость сделала очередную, но остатки семян, у меня не все туда семена поместились, остатки семян я посеяла среди мяты. В общем, так как у меня мята очень сильно разрастается, я в этом году думаю, что я ее буду чаще подрезать, потому что она просто вот такая огромная вырастает и потом лежит у меня на террасе. Это слишком много. Я засеяла туда. В общем, у меня там растет укроп. И теперь я еще туда засадила маков. В общем, мята, укроп и маки у меня в одной грядке. Жестокая смесь, короче, получается. Не знаю, что из этого будет. Кто из них тут победит, кто нет. Кто из них вырастет, кто нет. Без понятия. Мята здесь, конечно, просто великолепно растет. Она, неубиваемая просто. Но все остальное не знаю, потому что здесь иногда может быть чуть-чуть меньше солнца, чем вот в той части, да, то есть вот отсюда солнышко уходит чуть побыстрее, там вот чуть подольше, поэтому у меня там пионы и розы растут. Вот тут маки себя неплохо чувствовали. Вот тут оно как бы солнышко начинает когда уходить, вот оно отсюда начинает уходить и вот туда. Вот не знаю, приживутся или нет. Ну, на эти незабудки там даже сами себя посеяли, растут. В общем, вот тут вот будет ядерная смесь.
маки, укроп и мята у меня тут будет. Вот буду пытаться мяту сдерживать, потому что она, ну, она просто как ненормальная растет. В общем, запихнула я семена сюда, маков, и вот сделала. Но когда тут копалась, мне показалось, что здесь... Вот сейчас покажу даже. Я тут не стала все сорняки выкорчевывать. Вот это вот сорняк, понятное дело. А вот это, по-моему, как раз-таки самосевом с прошлого года. В общем, мне кажется, что я фигню какую-то сделала. Зря я тут копалась. Вот это надо вытащить, хоть оно тут и красиво выглядит. Потому что мне кажется, что тут повсходили, вот, сами по себе. А я их тут, нарушила их покой. Короче, я какую-то глупость сделала очередную. Да, Лунтяш? Пришла такая, смотрит, что я тут копаюсь. Дело в том, что они вот повсходили, а тут и трава прорастает. Я не уверена, маки это или нет, но очень похожи листики. Вот они так начинают расти. Ну, в общем, кое-что оставила. В общем, я еще тот садовод. Вы с меня пример не берите. Я нифига ничего не понимаю в этом. Что-то по наитию сажаю, что-то выращиваю. Но у меня растет все, знаете. В прошлом году так красиво пионы цвели. И розы шикарно цвели. Ну, тут такой прямо райский сад был. Как-то у меня удается без особых знаний это делать. Ну, поливаю, удобрения добавляю. Вот, попробую. Вот эти сорняки только мне не хочется, чтобы они тут росли. Их выдергиваешь, выдергиваются вот эти похожие на маки. А иначе они же разрастутся, эти сорняки. Ой, не знаю. В общем, вот мне очень кажется, подрастут, когда расскажу. Но мне кажется, что тут вот они самосевом у меня и так произрастают. А я еще семян накидала. Немножечко убрала листьев вот этого. У меня тут, короче, два разных просто мака росло. Два разных декоративных. И вот я его чуть-чуть поубирала лишние листья здесь. Он вот такой. Вот. Ну, кажется, я какую-то глупость сделала. Ну ладно. Как есть, как говорится. Как есть. Вот жду, чтобы там розочка все-таки вылезла. Я ее полила удобрениями для ускорения роста и все. Но вот она пошла. Потому что зиму она, мне кажется, все у меня зимой подсохло. Не столько замерзла, сколько слишком пересохло. Я поздновато все открыла. Оно прям такое сухое все было. Так, посажу я сюда остаточки вот этой ленты. Я их сюда и посажу. Дырочки, правда, такие, через них земля просыпается. Но нормально для декоративного. Что-то зелененькое взойдет и нормально будет. Она такая больше декоративная. Сейчас над зайчиками ее поставлю вот здесь. Вот. Здесь у меня в прошлом году то ли розмаринчик. Розмарин у меня там рос. Вот она быстро пересыхает, конечно, но если не забывать поливать, то нормально. Ну, для декоративной, знаете, там что-то зелененькое сверху растет и нормально есть. И, короче, у меня все будет в зелени в этом году. А мне нравится. Во-первых, петрушка, она красивая, она зелененькая. Цветов у меня достаточно. У меня тут цветы, там у меня розы. Там пионы, там еще одна роза, и тут у меня вот одна роза растет. Вот, ну и маки, если расцветут. То есть это сейчас все зелененькое, а нету еще буйства цветения. Ну вот незабудки цветут, да, и тюльпанчик скоро будет. А ну потом, когда все начнет цвести, я надеюсь, роза вылезет. Вот та, она самая большая, она у меня вот так вот цветет, растет до самой верхушки этого забора. Он теплый, этот забор, на него светит целый день солнышко, она любит там. Но вот если она не будет болеть, она очень поздно вылезла в этом году, но вроде как идет, то она очень быстро дает такие длинные, это же вьющиеся.
Что? Тебе так жалко щепочки твои? Да ты что, так жалко, что ты прям плачешь? Так жалко тебе их, да? Ты прям плачешь. Какая потеря. Боже мой. Трагедия. У собаки трагедия. Да. Трагедия. Щепочки мама забирает. Трагедия, да? Нагрызла палок. Трагедия у тебя тут. Вот это вот что это такое? Неужели это такая большая ценность, что ты плачешь, тут стоишь? Весь двор закидала щепками. Нельзя их убирать, да? Нет? Ты не хочешь, чтобы я их убирала? А зачем они тебе нужны? Ты же весь двор ими закидала. Что? Нельзя, да? Не надо их убирать? Нет, нет, нет. Нет, нельзя их убирать. Туда и щепочку вот эту положим. Ай, ты же мне с пальцами заберешь. Выбросим туда? Бросай. Ну, я туда ее брошу. Тебе же жалко щепочки. Что ж ты палку туда тогда бросаешь? Все равно ты ее тоже сейчас разгрызешь. Ну, что ты скулишь? Так жалко тебе, да. Да, так жалко. Вот, ты мне отдаешь ее? Да, тоже убрать? Или оставить тебе ее пока? Ты же ее тоже разгрызла уже почти всю. Или ты меняешься? Хочешь, чтобы я тебе все щепочки отдала? Да, вот это тебе отдать, да, ты мне палку отдашь. Да? Ты глупость. Нет, давай я двор вначале уберу. Меня такой бартер не устраивает. О, какие здоровые. И палку туда, да? Ты балбесь. Да нет, не надо мне ее давать. Я все равно щепочки не отдам. Ты же ими здесь себе живот засоришь, если ты их есть будешь. Чучело ты мое, зачем ты мне ее даешь? Ты хочешь поменяться, я знаю. Ну забирай, забирай. Ты мне даешь его? А мне оно зачем? Да, ты хочешь поменяться, да? Что мне палочку, а тебе отдать. Ай, вместе с пальцами, больно. А зачем тогда ты мне даешь, если выхватываешь из рук? Даешь, а потом выхватываешь. Я так не хочу брать. Угу. Даешь, а потом хватаешь меня за руку. Больно. Вон, посмотри, как больно. Угу. Ручка болит теперь. Бубоська у меня там. Бубоська у меня там теперь. Прихватила меня зубами своими. Ты балда. На. И обратно приносишь. И что мне делать с этой палкой? Ну, что мне с ней делать? Что ты мне прям в лицо ее кидаешь? Что я буду с ней делать? Так и перекладываем туда-сюда, да? Твоя палка, я не буду брать ее. Мне она не нужна. Я просто боюсь, что ты наешься этих щепочек, и потом животик у кого-то будет болеть. Ты хочешь, чтобы я тебе бросила ее? Сидеть.
Я из нашего гриля, который на углях, достала перегоревший уже уголь, вот, почистила его, и теперь хочу, короче, эту золу я покидала вокруг роз, и хочу вот эту клумбу покрыть корой, чтобы она не пересыхала, потому что эта клумбочка получается такая приподнятая, да, и слишком быстро пересыхает летом. В прошлом году мне показалось, что слишком быстро пересыхает, поэтому я ее закрыла корой. Ну, то есть это мульча называется, да, измельченная кора такая специальная, декоративная, купила и засыпала вокруг розочек в большой клумбе. Но еще купила маленькие розочки, которые в горшочках хорошо растут. Вот я их тоже хочу посадить. У меня есть тут такой классный вазончик декоративный, высокий, классный такой он. Вот в него. Потом еще очень люблю петунии. Я их ставлю на столе садовом. И вечером, когда окошко открыто, идет запах от петунии внутрь в квартиру. Очень, очень люблю запах петунии, поэтому покупаю вот именно темные. От темных самый сильный запах, особенно вечером и утром они пахнут. Ну и базилик обычный в продуктовом магазине. Купила куст базилика. В холодильнике он пропадает, поэтому очень удобно его посадить где-нибудь во дворе. Раньше он у меня в горшке рос, а сейчас его прям вот в грунт высадила. Он так лучше хранится и, в общем-то, там 2-3 листика на каждый салатик отщипну. В общем, вот так. У меня сплошная зелень теперь во дворе. Ну и проект с корой у меня продлился. Мне захотелось еще немножечко защитить кусты вот эти, которые в конце нашего двора. Потому что вот особенно крайний куст справа, который он очень часто пересыхает, страдает от засухи. Вот левее, которые, они попышнее, там больше влаги как-то в почве, а вот этот средний и самый правый, они прям сильно страдают. Когда-то они были засыпаны корой, коры больше нет, давно уже, она вся оттуда куда-то размялась, и вот я решила туда добавить. Так, ну что, показываю, что у меня получилось. Я засыпала корой розочки. Вот они вот так выглядят теперь аккуратно. Мне кажется, очень даже красиво, декоративно получается. Вот, очень даже. Вот. И засыпала корой эти кустики, потому что они пересыхают. Вот этот куст... Ой, правду говорю. Вот этот куст самый маленький, я его еле выходила, потому что здесь чаще всего пересыхает земля. И мне приходилось его все время поливать для того, чтобы он не сдох. Я его выходила, и теперь я решила засыпать корой, для того, чтобы это все... Ой, господи, расчихалась. Для того, чтобы это все сохраняло какой-то вид. Сейчас они зелененькие, пушистенькие, но вы не представляете, какими они были, когда я сюда переехала. И мне пришлось их и удобрять, и поливать очень много. И обрезала я их очень много. В прошлом году не обрезала, поэтому они такие огромные. Но я им дала подрасти. Вот. Этой осенью буду обрезать обязательно. Или весной, или осенью обрежу. Может быть, даже осенью. Вот. И теперь вот так. Вот, то есть травку косим до сюда. Да, и под них Юра закатывал раньше эту газонокосилку, чтобы под ними постричь. Теперь этого не нужно будет делать. Они будут вот так посыпаны. Травку вот приедет, пострижет. Уже бы высокая травка выросла. Да, Лунтяш? Что ты там ешь? Что-то опять одуванчики, небось, нашла. Так, тут приживаются мои Анютины глазки и гвоздички. Ну, я смотрю, вот это те, которые, когда я покупала, были. А вот новые бутончики раскрываются. Это хороший признак. Вот раскрылся новый. Это хороший признак, значит, приживается скоро. Значит, много распустит. Так, мои пионы. Вот этот пион, я за него так переживала, как он вырастет. Вот он какой огромный. И... Ну, как огромный. Ну, достаточно крупный он уже. И смотрите, какие у него уже бутончики. Вот они, бутончики. Вот-вот. В прошлом году цвел прекрасно.
Тут вот мои доцветают синенькие цветочки. Вот они красивые. Тут у меня тюльпаны. Тюльпаны, короче, были высажены еще 3 года назад. И они немножко уже, я так понимаю, измельчали. Их надо все-таки каждый год сажать. И распустились вот эти незабудки. Получилось очень красиво, да, сочетание нежных тюльпашек и вот этих незабудок. Вон они, Ной, скулит. Вот, и у меня поэтому тюльпаны как-то не все пошли, они, ну вот этот тоже еще цветет. Вот, они как бы чуть-чуть выродились у меня. Ну, второй пиончик. В прошлом году он болел. В этом году, я смотрю, вот бутоны дал. Это первый раз, когда он собрался цвести. Он у меня уже много лет. То болеет, то просто не цветет, только листья давал. Вот сейчас на нем бутоны. Не знаю, как будет. Но он был посажен вместе с вот этим. Это цветет каждый год. В прошлом году вообще было буйство цвета. А вот с этим что-то непонятно было. Вот это вот маки, которые заполонили тут весь вот этот угол. Они выросли, стали просто огромными. Их вчера дождем чуть-чуть поваляло. Вот, по-моему, это маки, если я не ошибаюсь. И они мне закрывают, у меня здесь роза. Вот она хорошо растет. Но она... Мне, наверное, придется вот этот мак огромный вытащить, что ли, отсюда. Затеняет. Ну, вроде растет роза. Так. Ну, тут опять у меня мята и эти, как незабудки. И роза. Вот, тоже вылезла. Мята, незабудки. Но среди этих незабудок вон вовсю растет укроп. У меня растет укроп. Вот, ну тут я вам показывала, я посеяла. Салат вон уже какой вырос, можно есть. Клубника моя вот уже завязалась. Смотрите, уже ягода будет скоро. В остальных я высадила зелень. Еще не взошла. Вот то, что сегодня посадила. В вазочку в эту красивую посадила небольшую вот эту розочку. Красивая она такая. Прелесть. Вот. Так что этот уголочек у меня тоже оформился. Мартышка устала и ищет тенечек. Ищи. Вот. Ну и мальвы вот в этом уголке буйствуют. У нас получается так, что эти мальвы, они у меня от соседки, я рассказывала, да, она мне дала семян, потому что у нее с той стороны их целый ряд. И они вырастают вот выше этого забора. Они очень красиво цветут розовым. И она мне дала семян. Я с этой стороны посадила, и у нас получается угол такой розовый. То есть у нее там они продолжаются. Вот так. Вот такое логическое продолжение такое мы сделали с ней. Вот. А эти розочки уже хорошо начали расти. Вот это такая почвопокровная, кустистая. Это плетущаяся. Вот не удалось сохранить зимой ее длину, но она дала вон сколько много уже росточков. Это тоже почвопокровная, но она почему-то самая маленькая. Почему-то, возможно, что здесь раньше в прошлом году росла лаванда, и ей, может быть, не понравилось, но сейчас лаванду убрала. Это тоже плетущаяся. В прошлом году была очень высокая, где-то 2 метра она выросла. Ну вот, заново начинаем расти. И это тоже почвопокровная. Очень много дала веточек. Прямо она отлично себя чувствует. Я ее сильно обрезала весной. Вот. И она поперла. Ну вот, показала свой мини-двор. Мини-двор ухоженный теперь, да? Но мне вот нравится, что кустики теперь посыпаны. А сейчас еще покажу. Мой двор заканчивается на этих кустах. Дальше, по идее, городская территория. Но я вот здесь высадила, когда сюда переехала, вот эту сирень. Мне ее отдал папа. Она у него выросла из-под террасы. От соседей приползла и выросла у него под террасой. Маленькая, хиленькая веточка такая. Такие три веточки там было. И он ее выкопал, чтобы она террасу не взломала. Вытащил ее. И... мне говорит, хочешь посади? Я говорю, ну куда же я посажу? У меня дворик малюсенький. Вот, я говорю, ну я ее посажу,
за своим двором, как будто она сама там выросла. Потому что вот это городское дерево, это посажено. Вон городское дерево и дальше, да? И газончик, по идее, стригут это от нашего товарищества, скажем так. Ну, это как бы к товариществу относится земля. Я ее посадила, типа она тут сама выросла, потихоньку ее ухаживала, поливала. И она, смотрите, в этом году сколько даст цветов. Вот-вот только распускается. Вот она. Она сегодня прямо вот только начала. Только-только начала она цвести в этом году. В прошлом году было всего вот несколько таких веточек у нее с цветами. А в этом году она вся, посмотрите. Вот я ее тоже взяла и посыпала вокруг. То, что в канаве вырубается, вот этот кустарник вырос сам по себе, его будут вырубать, потому что канаву периодически прочищают. Вот там прочистили, а здесь почему-то еще нет. Вот, видите, да? А то, что на этой линии с деревьями, не будут трогать. Я специально ее обсыпала, чтобы они видели, что это не сорняк. Потому что всякую молодежь присылают сюда, они не понимают в растениях. Вот. И она будет, вот она скоро вся откроется. Представляете? Вот так я втихаря на городской территории вырастила сирень. Ну, а что, плохо, что ли? Хорошо. Озеленение, ну, она меня закрывает немножко от дороги. Тут же дорога. Ездят машины туда-сюда, а так она закрывает. Тот кустарник, по идее, должны вырубить, но с другой стороны тоже от дороги так хорошо закрывает. Просто то, что он в канаве вырос, это плохо. Там-то поле красиво, а тут минус вот эта дорога, конечно. Ну вот жду, когда она у меня расцветет. Она только-только вся в бутончиках. Я ее тоже, здесь такое сухое место, я ее поэтому корой тоже прикрыла, чтобы она не пересыхала. Вот так вот из маленькой хиленькой веточки такой вырастила. Вот такую вот сирень красивую. Сколько ей? Ей, по-моему, сколько я тут живу? 5 лет. 5 лет я живу, и вот 5 лет здесь она 5 или 6 уже, господи, я уже сбилась со счету. Но она была, ну, прямо вот 30 сантиметров, такие 3 прутика хиленьких. И вот сейчас такой куст красивый. А тут рябинка. Рябинка это от города. Она 1 год болела сильно. А сейчас она вот красивая. Вроде как не болеет. Я ее даже брызгала специальной штукой, потому что на нее кто-то нападал, а мне так жалко ее было. Знаете, как красиво, когда на ней много ягод. Из окна смотрю на нее. Она очень красива. Но вот эти кусты, они были хиленькие, никакие. Я их потихонечку привела в чувство, старые ветки обрезаю. Но вот в прошлом году только обрезала сухое, но не обрезала их длину. И вот они такие мохнатые стали. Ну пусть так будет, зато двор хорошо закрывают, нас тут не видно. Да, Лунтяш? Нас тут не видно. Иди в тенечек, там на террасе тенечек. Что ты сидишь тут, страдаешь? Иди в тенек. Пойдем в тенек. У тебя вот тут уже тенек на твоем месте, видишь? Иди сюда. Иди сюда в тенечек. Спрячься и лежи тут. А, тебе нужно обойти. Кера. Стоп. Стоп, стоп. Кера. Вот так, с этой стороны. И сюда. И иди сюда. И иди сюда. Иди в тенек. Нет, там нету тенька. Вот она любит под клумбой лечь. Под клумбой прохладненько пузику. Ну и лежи тогда там, раз тебе там нравится. Вот так вот. Арка красивая, я на нее любуюсь. У нее огоньки сейчас вечером, ночью горят. Красиво. У меня тут много всяких зажигалочек красивых. Там у меня феечка с леечкой. Тут у меня фонарики на столе тоже светятся ночью. Тут вот этот фонарик тоже светится. Там эти фонарики в клумбе светятся. У меня тут вечером красиво очень. Надо будет снять как-нибудь видео, показать, что у меня тут. Ну вот, смотрите, пришло лето. Съемки этого фильма начались где-то в середине мая и окончание мая, да, где-то там было. А сейчас уже чуть больше середины июня.
И смотрите, как здорово во дворе. Я тут занимаюсь йогой, немножечко спортом. Обычно до работы у меня установился такой ритм, что если я просыпаюсь рано, а сейчас я стала почему-то просыпаться очень рано, вот сама по себе, поэтому я теперь использую это время для спорта. Я обычно делаю небольшую йогу, но если мне мало йоги, ну, то есть там минут 15 делаю, да, вот небольшое такое, то я еще делаю такие небольшие какие-то силовые упражнения для того, чтобы чуть-чуть укрепить мышцы. Сейчас я не посещаю регулярно тренажерный зал, пока временно. Не знаю, вернусь ли я к тренажерному залу или нет. Ну, пока вот такие простые упражнения можно делать у себя во дворе. Вот, к тому же, когда там так цветет мак, вообще очень прикольно заниматься зарядкой в такой обстановке, на самом деле красота. Это расцвел вот этот вот мак, у которого такие большие-большие были листья, который притесняет мою розу. Выглядит он, конечно, шикарно, красиво, но, честно говоря, я не очень люблю красного цвета цветы, но они такие пышные и так хорошо у меня во дворе принялись, что, ну, что выросло, то выросло, как говорится. Я люблю другие маки, которые у меня там посеяны, они розовым цветут. Вот они как раз что-то не очень взошли. Ну, в общем, что взошло, то взошло. Между упражнениями что-то там ковыряюсь в цветах, вытаскиваю отцвевшие, немножко ухаживаю за ними, потому что были дождики, какие-то цветочки расквасились. В общем, между упражнениями, когда нужно подышать, отдохнуть, я это в клумбе ковыряюсь. Вот такая вот история. Сейчас, конечно, очень красиво. В Финляндии начало лета было очень дождливое, некрасивое. Вот немножечко после второй половины июня установилась великолепная погода. То дождик, то солнышко, то дождик, то солнышко. Это очень хорошо. Вот, я с большим удовольствием занимаюсь у себя во дворе, чего и вам желаю. Всем привет! Новый день, новые начинания. Я сегодня вот такая вот красивая, я в льняном платьице. У меня красивое мурано украшение. Вырядилась я по такому поводу, что иду к врачу. Смешно, да? Нет, на самом деле просто очень тепло и в платье удобно. И к врачу же не обязательно идти прям помирающим видом. На самом деле мне намного лучше. Все то лечение, которое мне выписали, действительно мне стало помогать. Плюс еще, наверное, просто солнышко начало светить, и я немножечко, так сказать, психосоматика тоже подлечилась, наверное, от хорошего настроения. Вот. И я иду на контрольный прием, так скажем, обсудить, стоит ли мне продолжать принимать лекарства, их там как-то резко заканчивать нельзя, в общем, ну, вот такие моменты мне нужно выяснить. Я иду к частному врачу, опять плачу 300 евро за прием, но это лучше, чем ждать неизвестно сколько бы городской очереди, я бы стояла еще долго. Вот, то есть надо мне кое-какие моменты обсудить с врачами и понять, что дальше делать, потому что мой живот очень чувствительный, я не все могу есть, и сейчас тоже я чувствую, что как только я начинаю есть что-то не совсем мне полезное, да, сразу реагирует. Вот, то есть как бы прям расслабляться совсем так вот нельзя, нужно быть внимательной и вообще нужно думать о том, что ешь. Я вот в таком льняном платье, у меня красивое в Венеции купили, это мурановское стекло, у меня наборчик, вот. Прием врача в Хельсинки, поэтому мне нужно ехать далеко, я ведь не в самом Хельсинки живу, вот, поэтому вот такой вот у меня сегодня день. Я утром поработала и постараюсь после приема врача, может быть, я успею еще тоже поработать, приехать. То есть я не беру никакой больничный, я постараюсь такими вот путями ну, успеть столько, сколько успею. Да, кстати, мне нужно собаку еще забрать. Она у меня там во дворе, в маках.
гуляет, отдыхает. Сейчас я покажу. Ой, слушайте, в Финляндии тепло. Это прям нереально какая-то погода. Но говорят, что сейчас еще вот пару дней так тепло будет, а потом дождики начнутся. Обычные стандартные финские дождики. Но сейчас, смотрите, я вам покажу. Просто вот вообще дос. Смотрите, у меня все цветет, майки подсвечиваются. Собака лежит с игрушкой в зубах, все у нее прекрасно. Тут пахнут невероятно розовые гвоздички с анютиными глазками. А здесь просто буйство маков. Вы посмотрите, что творится вообще. Они вот солнышко их подсвечивает, они светятся прям оранжевым. Посмотрите, какие они, гигантелла просто, они огромные. Он размером с мое лицо, один этот мак. Они огромные, они красивые. И начинает, смотрите, пион первый распускаться. Вот. Вот первый пошел распускаться. Вот только-только-только. Бедная роза за маками пытается вылезти. Это плетущаяся роза. Она в прошлом году у меня в это время уже цвела буйным цветом. В этом году она там едва-едва прочухивается. Вот, она немножечко, видимо, сухая была весна. Хоть я и поливала, но какая-то была холодная, сухая весна. Плохо все растет. Кроме маков. У маков какое-то невероятное буйство. Вот такая вот красота. Тут у меня дозревают клубнички. Вот они. Не знаю, съедят ли птички. Птички тут часто пасутся у меня. Ну, мята. Мята. И вот это, кстати, тоже мак. Только это другой. Это будет розовый мак. Вот не знаю, сможет ли он пробраться сквозь вот эти джунгли. Так, собаку надо загнать домой. И мне пора ехать в Хельсинки. У меня очень долгий путь. Буду ли я там снимать что-либо, я не знаю. Короче, розочки я вам потом покажу. Так, иду снимать на видео. Нет, не собаку. Собака, посторонись. Иду снимать на видео. Маки я вам уже показывала. Они уже, смотрите, начинают отцветать. И такие стали. Выцвели. Цвет потеряли, короче. Так интересно, да? Смотрите, как прям выцветают, как промокашка становится. Но я иду показывать вам не это. Я иду показывать вам вот эту красоту. Раскрывающиеся пионы. Ой, орешек попал в горло. Посмотрите, какая красота. Вы знаете, как они пахнут? Они пахнут невероятно. Снимаю, потому что я боюсь, что завтра будет дождь. Вот у него тут что-то залипло. Он как-то весь не весь раскрылся. Видите, какая-то у него дефект какой-то тут. А с этой стороны красивый, невероятный, да? Завтра будет дождь, и я боюсь, что если они еще, вот эти, которые открылись, если еще откроются, их дождик попортит. Завтра будет, кстати, всего 15 градусов. Вот какой громадина. Завтра вот это вот все смоет дождем. То ли утром будет завтра, то ли ночью, короче. Мне очень жалко. Я прямо надеюсь, что вот эти не пооткрываются, потому что потом опять будет тепло в Финляндии, опять будет хорошая погода. Но я переживаю за вот эти, которые уже открылись. Ну, жалко же, правда. Жалко. Эти уже отцвели, ладно, они уже выцвели. Ну, еще бы постояли, конечно. Этот уже вот листья сбросил. Стоит такой мохнатик вообще. Прелесть, да? Огромные, просто огромные. Все, по-моему, маки уже. А, нет, еще вот стоит шишечка, не раскрылся один. Но остальные все пораскрывались уже. Все, маки уже заканчиваются. Ну вот за пионы переживаю. Завтрашний день. Хоть зонтик над ними ставь прямо. Мне Юра пошутил, говорит, давай зонтики над ним поставим. Неплохая идея, в принципе. Тут у меня дозревают вот еще клубнички. Еще 2 штуки будут. Вот. Так что вот так. Розы еще пока вот только-только собираются цвести. Вот. Вот первый бутончик. Еще вот так медленно в этом году. В прошлом году розы уже... В прошлом году в это время розы уже все цвели. Это еще вон она какая маленькая. Только-только какие-то там первые бутончики начинают
Что, с тобой никто не играется? А, ты обмоталась, Кера. Иди сюда. Нет, в другую сторону, Кер. Вот так. И еще раз. Все, размоталась. Молодец. Размоталась. Посмотрите на то, как беспощадно дождь убивает мои цветы. Вот такое оно финское лето. На выходных у нас было просто обалденно. 26-27 градусов. Мы плавали на лодке. Было жарко, тепло. Это был первый вообще теплый день на прошлых выходных. И сейчас опять. Сегодня будет что-то максимум 15 градусов всего. Много не будет, короче говоря. Вот, у меня там расцвели пионы вчера. И сегодня их смоет дождем. Ну, а про маки я вообще молчу, их сегодня расквасит по полной, поэтому вот такая грустная история. Сейчас 7 утра, я сегодня встала без 10:05. Мне захотелось заняться спортом. Я встала, сделала вначале небольшую йогу, потом сделала комплекс небольших подкачек, сходила в душ. И сегодня я на работу иду в офис в таком полуспортивном виде. Я сегодня что-то как-то вот так. Вот так я хочу сегодня. Я бы с удовольствием поработала из дома, но иногда нужно выезжать в офис. Такие у нас требования. Вот в офисе у нас очень холодно. У нас стоит такой кондиционер или не знаю что, который невозможно регулировать. Я вчера очень замерзла. Я боюсь, чтобы я не простыла. Вот, но сегодня еду, потеплее кофточку одела, потому что вчера у меня было платье, и сверху еще джемпер такой накинула, но я замерзла, у меня ноги замерзли. Сегодня я оделась потеплее, потому что сегодня еще и на улице к тому же холоднее. Да, сейчас покажу вам цветочки. Вот, посмотрите на это несчастье. Все, им хана. Им хана, сегодня дождем всех смоет. Там пион еще один открывается, ему тоже, по-моему, писец будет. Ну вот, очень жалко. Ну ладно, маки уже цвели, все, с ними уже все понятно. Они уже порадовали, они уже даже выцвели, вон, да, все как бы. Он здоровый такой, я не знаю, на камеру невозможно, наверное, показать. Он с мое лицо размером, с него вон вода течет. Но эти мне жалко, не знаю, обрезать их, поставить их в вазу, что ли. Мне их очень жалко, потому что они пытаются цвести в этих ужасных условиях. Не раскрывайся, подожди, скоро будет опять тепло. На выходных опять обещают тепло, завтра уже будет ближе к 19 градусам. И на выходных опять обещают, там что-то опять к 26 градусам подойдет температура. Но сегодня вот так вот. Сегодня смоют все мои маки. Приду с работы, посмотрю, на что все это выглядит. Похоже будет. Представляете, под дождем у меня тут зреет клубника. Бедненькая. Ну, посмотрим, что от нее сегодня останется. Вот такая вот история. Розы еще не цветут. Розовая клумба все еще. Она в бутонах. Ну, показывать там нечего. Все просто еще в бутонах. Побрызгала от ли, потому что дофигища ее было. Это мальвы. Мальвы тоже готовятся к цветению. Вот они такие здоровенные выросли. Они вот так идут от меня и туда за забор. Там у соседки тоже они. Я продлила их сюда. Попросила у нее когда-то семян. И вот у нас теперь такой угол из мальв. Красиво он вырастает. И закрывает там у нас миска собачья. Короче, я пошла мне на работу. Тут сейчас все расквасится тоже. Фонтан весь в воде. Ну, в общем, как-то так. Вот такая прекрасная у нас погода. Ужас. Кошмар. Поле зеленое. Пшеница всходит. Вот так выглядит мой дворик сейчас. Бедный, несчастный, весь под водой. Капец. Петуниям хорошо, они тут накрыты. А, кстати, вот эти штуки нужно вот сюда так раз сделать. И тогда будет меньше мокнуть. Петунии, кстати, сухие. Их еще и поливать надо, блин. Они не любят вообще, когда на них вода льется. Сейчас я вот эту тоже так подниму. У нее туда вода не будет попадать. Петунии, кстати, поливать надо, потому что на них не попадает дождь. Сейчас пойду поливать их. И мне на работу бежать пора.
Для тех, кто не знает, вот так выглядит нормальное финское лето. Вот оно. Вот оно счастье. Все, кто думает, что в Финляндии прекрасно вообще жить, все вообще в ажуре, все классно, все, да, все прекрасно, но лето может быть вот таким. Поэтому радуешься любому солнечному дню. Надо сказать, что последних 3 года лето было даже слишком теплым для Финляндии, скажем так, слишком хорошим. Но, похоже, в этом году Финляндия все-таки возвращается обратно в свой нормальный режим. Весь июнь у нас вот такой вот. Выходные, как я уже говорила, нас солнышко побаловало. И хватит. Давайте-ка дальше работайте, ходите по вот этой вот слякоти. Ну, короче говоря, если верить прогнозам, то вроде как должно опять немножечко потеплеть, к выходным особенно. Я была бы рада на выходных еще раз бы покататься бы на лодочке, отдохнуть бы на природе, но сейчас вот видите, какая красота. Вообще пипец. Мало того, что на улице холодно, так еще в офисе сегодня сидеть в холодном, блин, и мерзнуть там. Хорошо, у меня там есть кофта теплая. Жду коллегу, сейчас заберу ее и поедем работать. Вот так я сегодня тепленько одетая. У меня единственное, что у меня такой загар. Но у меня очень легко прилипает загар, поэтому это самое, как будто я где-то на юге жила. На самом деле, мне достаточно 2-3 дней на солнце, и я тут же загораю. Я сегодня... У меня еще башка, кстати, мокрая. Я после спорта искупалась, и вот так с мокрой головой иду на работу. Честно говоря, вообще посрать. Вот, вообще совершенно не запариваюсь на эту тему. Так, сейчас меня будет немножко видно. Я заднее стекло попыталась чуть почистить. Я вообще не запариваюсь на эту тему. У нас сейчас в офисе, во-первых, почти никого нет, потому что лето, много отпусков, людей мало. А во-вторых, в принципе, я вообще не парюсь. Если я иду, и у меня такое состояние, что я не хочу выряжаться, не хочу косметику, я не хочу ничего, я могу одеть вообще спортивку и пойти. Прелесть финского характера коллег в том, что им тоже, в общем-то, посрать, в чем ты одет. Вообще всем абсолютно глубоко наплевать на то, как ты выглядишь. Никто никогда не осудит, потому что сами такие же. Сегодня у меня есть настроение надеть какую-нибудь блузочку, завтра у меня нет настроения, и все к этому относятся нормально. Никто никогда не будет осуждать. Вот, я, в принципе, прилично одета, просто у меня такой спортивный немножко прикид. Ну, такой релакс, короче, прикид. Для того, чтобы пережить сегодняшний день, я решила одеться просто комфортно, в трикотажик, в такой тепленький, чтобы как-то себя немножко это... Вот. И, как я уже сказала, у нас в офисе почему-то включают вот этот вот... это даже не кондиционер, а как это называется? Вытяжка, да, вот это вот, оно там с охлаждением, все. Оно не регулируется. И у нас сейчас летом очень холодно в офисе. Особенно ты сидишь на месте, ты работаешь за компьютером, ты не двигаешься. Блин, час посидишь и замерзаешь, просто пальцы замерзают, понимаете? У меня там шерстяная такая накидка, я ее накидываю, только ею я спасаюсь, потому что холодно. Вот, зимой тоже холодно, но не так сильно. Почему-то летом холоднее в офисе. Зачем они так настраивают? Жаловались 350 раз, они пишут всякую фигню в ответ и ничего не меняют. Есть такая политика в Финляндии о том, что считается, что в холоде люди активнее работают. Я вам скажу, что нифига не активнее. Я каждый час встаю, иду где-нибудь ходить, бродить для того, чтобы кровь начала ходить. То есть я встаю и иду куда-нибудь. По лестнице хожу, за чаем схожу, в туалет схожу, но чтобы походить, размяться, потому что иначе я просто замерзаю, и я целый день думаю о том, как согреться, а не о том, как работать. Вот, поэтому я терпеть не могу из-за этого ходить в офис. Вот, но в офис нужно ходить, потому что социализация, блин, это тоже такой вопрос такой спорный. Маленькие утики на камешке сидят. Вон они. Мамка к ним. Их там 4. Сколько их там? 4? 4 или 5 такие маськи сидят на камешке, греются. А вон папашка сидит.
Ай, какие холёси. А, какие. Попрятались, друг к другу прижались и на солнышке греются. Сегодня холодно было, дождем поливало их. Да, сегодня вода была, скажи, и сверху, и снизу, да? А теперь отогреваются.